Сошел с ума. У анониста выросла третья нога. Я его видел. Он есть, он существует. Все думали, что ты продался. Можем повторить. Ты видел Пелевина. Последний честный журналист в России. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Андрей, где мы тебя нашли? Ну, это вот прекрасное место между Питером и Выборгом, затерянное в сосновых лесах. Это вот, знаешь, те возможности, которые открыл нам ковид. Вот в моем случае это реально выиграл, потому что это как бы дом моих друзей, которые живут за границей. И они говорят, что ты вот, он вообще пустует. А что вот это такое? Это ковер, да? Это мох. Это такой вот какой-то космический ландшафт. Он еще сейчас подсох, а когда мы сюда приехали в апреле, он это все переливал. Какие-то виды моха сейчас куда-то, видимо, там ушли в подполье. Вот. Но вообще это все, да, невероятно как-то красиво и вдохновляет, знаешь, так прекрасно среди этого, конечно. Вдохновляет? Гулять и думать о России. Как ты? Я отлично. В принципе, доволен тем, как все складывается. Последние, наверное, 1,5-2 года прям какой-то взрыв интереса к тому, что я делаю очень много предложений, и меня просто, на самом деле, не хватает. То есть, как бы, очень много откуда появилось, как бы, интереса. Я это связываю с тем, что сейчас просто происходит бум этих онлайн-платформ. Охота идет на контент-мейкеров. Вот. Поэтому, наверное, как бы я вот попал в эту обойму. Поэтому много предложений, идей гораздо меньше. Вот, но они есть. В общем, я сейчас нахожусь в каком-то непрерывном производственном цикле, что классно. Очень хорошо, что этот пузырь надувается, и этим надо пользоваться. Потому что в какой-то момент он, конечно, лопнет. И у нас останется свой Netflix там, и Amazon, и все. А все хотят свой Netflix. Но сейчас их уже, мы насчитали там 8. Нет, платформ много. Я больше 8, про суть. Да, я про суть. Все хотят не только сериалы игровые, но и документалки. Свой последний танец, своих тигров. Да, ну, конечно, всем хочется, потому что ты посмотри, после как бы «Короля тигров», ну, то есть это показало, что документалистика может быть таким блокбастером, что вообще. Когда ты смотришь «Король тигров», это история про людей, которые создают зоопарки с дикими животными. Вот. И конкретно про Джо Экзотика, который такой самый известный, там, создал зоопарк в этой Оклахоме. Вот. Человек, женатый на 2 мужчинах сразу. При этом он, да, открытый гей. Он пытался избираться... В этом нет новости, Серег, что он гей. Он женат одновременно на 2 мужиках. Вот это интересно. Нет, подожди, там не было такого. Там один от него ушел... было точно, да. Да, они жили вдвоем, да. Я попросил. Да. Ты же в 2007 году получил орден настоящий. Я не путаю ничего? Медаль ордена, по-моему, это называется. За заслуги в работе телевидения. Заслуги перед Отечеством какой-то там степени. Да, где-то он у меня там лежит в пластиковой коробочке. Помнишь, кто тебе его вручал? Китайской. Мне его никто не вручал. Там была такая история. Это, да, 2007 я снимал в этот момент фильм «Жизнь против правил» про панк-движение. И в этот момент, когда мне, значит, позвонил Картозия, он был тогда шеф-редактором профрепа в том числе, вот, он говорит, Андрюш, в этот момент, значит, я снимаю, как какие-то чуваки, значит, трафареты делают, государство — это тюрьма. Значит, и мне такой Картозия звонит, говорит, Андрюш, ты, говорит, стоишь, сядь тогда. Я говорю, короче, говорит, тут тебе орден Путин, значит, подписал, будет вручать, значит, в Кремле, ты должен быть там на следующей неделе в Москве, вот. А в этот момент звонка трафарет государства — это тюрьма. Вот, и как бы Владимир Михайлович Кулистиков тоже очень просит. И я говорю, ну, Колян, нет. Типа, вот, блин, что хочешь, придумай, но я не поеду. Вот. У меня съемки, у меня эфир, у меня есть отмазка. Вот я снимаю. Он говорит, ты чего там? Люди, это было уже лето, люди там с Багамских островов возвращаются, потому что там их вписали в список. А это было какое-то пакетное вручение. Типа, ну, так часто бывает всегда, да, телевизионщикам. Какого-то хера я туда тоже вписали, не подумав. Не приехал. Да, и я как бы ничем особо не горжусь, но я помню заметку Арины Бородиной про это в «Коммерсанте». Главный телекритик того времени. Да, и сейчас, я считаю, по-прежнему. Просто она в Фейсбуке уже пишет, больше негде.
И у нее там было такое, типа, про всех там присутствовали, нет, вручали, значит, это Андрей Лошак в скобках не присутствовал. Вот это единственное, как бы, что меня выделяло на этом общем Если фоне. бы у тебя не было съемок, ты бы присутствовал? Нет, я бы принципа? я бы не пошел. Мне как-то вот просто, знаешь, потом они поехали в Новоогарево и сидели там, значит, с собачкой Кони, с Путиным там в беседке. Не буду сейчас называть имена, но эти люди сейчас большие звезды на федеральном канале. Они мне писали, типа, как это все омерзительно и лицемерно. То, что они поехали. Ну, вот, да, вот эта самая ситуация, как они там сидели, и, значит, слушали его там. А сейчас они нормально? Работает нормально, да. Ты отказался? Потому Я же не что... отказался. Понимаешь, в этом нет никакого подвига. Я просто как бы слился. Слушай, Андрей, а тебе реально 47 лет? 47 Да. это без 3 лет полтос. Да. Но ты совершенно не ассоциируешься с этим. Ну да, кстати, это хорошо. Это спасибо, это комплимент. Поделись. Ты не бухаешь. Почему? Подбухиваю, Так. как все приличные люди. Ну, нет, конечно, запойно я не бухаю, вообще к этому не склонен. Ну, спортик Спасибо у тебя есть? или? еврейским генам, видимо, как бы. Спортик. Ну, спортик, пробежечки какие-то. Да нет, слушай, А тебе просто фартануло. А что мне франово? Ты имеешь в виду как-то... Мне кажется, это внутренне как-то просто инфантилизм какой-то прирожденный, с которым я, может быть, никак не расстанусь. Не знаю, у меня сыну вот 4 года, то есть я как бы во всем, видишь, немножко так это запаздываю. Ну, даже не немножко, у моих ровесников уже внуки. Ну, очевидно, что вот Да в я не работе знаю. ты остаешься абсолютно таким инфантильным романтиком, человеком, который бунтует до сих пор. Ну, да, вот эта история про то, что как бы... как там умные люди, да, там в юности революционеры, в зрелости консерваторы. Это не про меня. Ужасно обидно, что, конечно, вот люди к моим годам, они как-то все становятся скучными в этом смысле, совеют, как Гоголь говорил. То есть вот какие-то они становятся... Ну, то есть им страшны перемены, поэтому как бы они вот за все, что как бы что уже как бы проверено, в чем нету никаких рисков, неожиданностей и так далее. Гоголь, кстати, с ним случилась же примерно такая же история. Он осовел? Ну, он не осовел, но он превратился в ультраконсерватора, как бы, к 40 годам, исписался и умер в глубокой депрессии. Давай о другом. Да. Быстрее, вот там вот на дереве. Белка. Дятел еще Дятел или белка? Белка-то, И дятел? Смотри, у тебя на участке настолько необычная и настолько природа, что там дятел появился. И смотрите, как крадется Серега Фирсов, чтобы его подснять. На наших съемках всегда есть дятел, но он один. А впервые их двое. Я горжусь, что у меня тут такой дятел есть. Блин, дятел? Ну, похож на меня, да? Лето в самом разгаре. Каким бы странным и необычным оно ни было, все равно планируют путешествия и выходные. А оптимальный формат транспорта для путешествий этим летом, с учетом всех ограничений, это собственный автомобиль. Специально для всех, кто еще не решил, куда съездить, мои кореша из Hyundai запустили большой летний проект про путешествия по России. В июле там можно пройти игры и викторины онлайн, а в августе туда добавятся маршруты для поездок по стране и будут разыгрываться эксклюзивные призы. Ну а мы с Серегами уже сейчас составили свой маршрут, по которому нам давно хотелось проехать. Коломна – один из самых уютных городов Подмосковья, но это не финальная точка нашего маршрута, и сюда мы делаем приличный крюк. А делаем мы его, потому что хотим поесть калачи. Важная местная еда, которую готовят по старинным рецептам. Я ждал этого момента все 2 часа дороги. Здравствуйте. Будьте добры, 2 калача с паштетом и 1 с тушеным гусем. Так, я чай, Серег. Чай. 2 чая Лимонадик. и лимонадик. О, а это зачем? Держаться. Держал вот так вот, брал. Да? Вот оно. Давай. Сейчас самый нежный кадр в истории в Дудя был. Да, с паштетом тоже отлично. АСМР. Шумы записываешь, да?
Мы в Кондуках. Это Тульская область, а второе название этого места — Романцевские горы. Когда я впервые увидел фотографии отсюда, то не поверил, что такой пейзаж возможен в средней полосе. В 1960-е в Кондуках начали активную добычу бурого угля открытым способом, разрабатывая карьеры. В 90-е тут все забросили, оставив сеть озер из затопленных карьеров. В озерах очень прозрачная вода, и у каждого озера свой оттенок, в зависимости от растворенных в нем минералов. Отвалы отработанной породы выглядят как скалы. Высота самого большого террикона — 207 метров над уровнем моря. Ну чё, мы в Кондуках, всего 250 километров от Москвы, и вот такие необычные виды. Если у вас есть водительские права и желание сгонять куда-нибудь этим летом на новом автомобиле, воспользуйтесь одной из опций от Hyundai. Возьмите машину по подписке в Hyundai Mobility, купите ее с выгодой по программам льготного кредитования или обменяйте старый автомобиль любой марки на новый по программе Trade-in. И обязательно зайдите на сайт проекта. Там уже доступны квизы про путешествия и автомобили. За их прохождение начисляются баллы, которые можно обменивать на приятные бонусы от Hyundai. А в августе там появятся варианты необычных поездок с интересными маршрутами. Переходим по ссылке в описании, регистрируемся, изучаем детали и путешествуем по России. Это бумажка откусил, но ничего, тоже вкусно. Ты видел живого Пелевина? Да, но это было очень давно. Возможно, я был первым журналистом, который увидел этого человека живьем. Расскажи, там есть плоть, там есть кровь. То есть как? Как это? Я прочитал книжку «Чапаев. Пустота», дико проперся. Предложил Парфену, говорю, давай сделаем. Ну, ничего, как бы про Пелевина. Тогда почти никто про него не знал, кроме любителей фантастики. И мы его нашли в каком-то американском университете. Он прислал мне факс еще тогда. Он говорит, давайте, это неинтересно сделать со мной интервью. И я много над собой работал, чтобы быть таким неинтересным. Поэтому давайте возьмем фильм «Чапаев». Вы будете Петькой, а я буду Василием Ивановичем. И потом мы подставим мои ответы, вопросы. Я говорю, гениально, давайте. Чапаев — классический фильм. Да, окей. То есть мы встречаемся и записываем только звук. Отлично. Значит, мы договорились, тогда он назначил встречу у кинотеатра Пушкинский, по-моему, он уже так назывался. Там было какое-то модное кафе, уже не помню, как оно называлось, но чуть ли не единственное в центре, где можно было выпить капучино. И он не пришел. Я думаю, не пришел. Я прихожу домой, и мне на домашний телефон, это даже не было мобильно, звонок, и ему звонит, говорит, здравствуйте, я мама Витеньки Пелевина. Дело в том, что он там попал в неприятную ситуацию, сейчас находится в больнице. Мы все очень переживаем за его жизнь, надеюсь, что все будет хорошо. Он просил вам перезвонить. И в результате потом, через неделю он мне сам позвонил. Он только приехал из Америки, и он попал на клофелинщиц, короче. Давай объясним, кто такие клофелинщицы молодым зрителям. Это проститутки, которые... Девушки, да, как-то пониженная социальная ответственность, которые в спиртное закидывали там клофелин. Я даже не помню, что это. Это снотворное такое, которое тебя отключало, и пока ты был в отключке, они, в общем, вычищали все. Оно дико токсичное, какие-то страшные последствия могут быть там для всех. Люди умирают от этого. В общем, Пелевина вытащили с того света, и через какое-то время мы действительно опять повторили все это, встретились. Он же еще... Я ему прислал свои вопросы, он все написал, эти ответы, и просто прочитал. Так, а вы его снимали, но не показывали? Мы записывали, камера только звук писала, да. Но я его видел, он есть, он существует. Это не какая-то там матрица. То есть руку жал, да? Да. А он странный? Такой же странный был вообще не как и в переговорах? Нет, классный мужик. Кто твой любимый русский писатель? Наверное, Гоголь. Наверное, Гоголь. Он русский. Все-таки он, да. Безусловно, человек русской культуры, хотя и украинской тоже. Ничего круче Гоголя нет. И ничего круче Шинели, в принципе. То есть, действительно, все мы вышли из нее, и для меня это вещь очень важная. Оттуда идет все твои увлечения маленькими людьми и этими угнетенными? Да фиг знает, оттуда, не оттуда, но я просто так тоже это чувствую. Ты как-то сказал, что Россия — это страна-подросток. Что ты имел в виду?
Слушай, ну это одно из возможных представлений, да, я совершенно на нем не настаиваю. Но иногда мне кажется, что мы ведем себя, ну, немножко незрело, да, то есть вот это вот какая-то невероятная, с одной стороны, комплекс какой-то неполноценности и ущербности, потому что нам все время очень важно, что о нас думают другие, да, вот. А с другой стороны, вот это вот как бы желание доминировать, самоутвердиться, да, причем какими-то довольно, ну, странными, с моей точки зрения, вещами там. Я, кстати, про это сказал, если я не ошибаюсь, когда Российский союз болельщиков вывез вот это как бы хулиганье в Марсель, и они устроили там... И об этом с такой гордостью писали в российских СМИ, что мы там, типа, отмутузили британских болельщиков и там всех порвали. Мне показалось, блин, ну, ребят, ну это как-то странно этим гордиться. Вот такого плана вещи, они меня удивляют. То есть, как бы, мне кажется, ну, зачем вот рвать на груди рубаху, кричать там, типа, можем повторить, вот это все. Вот какая-то вот это вот, знаешь, в этом есть какая-то незрелость и какие-то комплексы. Ну, можно просто вот как-то спокойно делать там какое-то свое дело, делать классные штуки и, собственно, чтобы на них все равнялись и хотели, ну, собственно, вот как вот происходит это там, например, со Швецией, да. То есть Швеция вошла в каждый дом с помощью IKEA. Мебели. Да. Вот. И все. И реально она перестроила мир. То есть как бы Мебель вот этот стала доступной. скандинавский минимализм, их взгляд, да, как бы на то, как должен устроить быть дом и жизнь вокруг тебя, он как бы стал доминирующим. В том числе он вытеснил ковры и стеночки. Как бы. Что такое патриотизм? Блин, я не скажу ничего оригинального. Любовь к родине. Просто я понимаю, что ты имеешь в виду, потому что как бы слово патриотизм, в общем, оно имеет сейчас очень какие-то плохие коннотации в связи с тем, что это типа наша национальная идея. Вот. Пытались они какое-то нащупать слово, но, видимо, патриотизм нашли. Вот. И все, что как бы становится, вот, когда ты произносится, становится казенным, страшным и отталкивающим. Но в целом я, в общем, ничего-то плохого в том, чтобы любить страну, то место, где ты родился, не вижу. Я это чувствую в себе. Я же вот это долго наблюдал, работая с Леней Парфеновым, какой вот он офигенный патриот. Потому что вот он по-настоящему любит и Россию, и эти вологодские места, из которых он родом. Вот. И при этом это как-то совершенно прекрасно. И эти советские песни, на которых он вырос. Который поет при любом случае. Да, которые я, как бы, к ним, мягко говоря, равнодушен. Вот. Но при этом это прекрасно сочетается с его там страстью к Италии, Франции, к этой кухне и ко всему вот этому, да. Но это, мне кажется, патриотизм, знаешь, прежде всего какое-то неравнодушие к тому, что происходит у тебя под носом и в твоей стране. Не вот это вот как бы, что вот это типа Крым наш там, или там всех можем повторить, там всех порвем. То есть какая-то... Ну, почему патриотизм — это обязательно гордость? Это же может быть и боль, и переживание за то, что, блин, ну почему вот тут опять все через жопу? Мне как раз кажется, что вот этот момент такой эмпатический, когда ты чувствуешь сострадание к тому, что здесь происходит, и к боли людей, которые здесь живут, вот это да. Мы сегодня проделали путешествие Москва-Петербург и выше. Это очень важный путь для тебя, только в обратном направлении, поскольку 5 лет назад у тебя вышел фильм «Путешествие из Петербурга в Москву». Уже 6, по-моему. Все прекрасно в этом фильме, но там есть момент в первой, кажется, серии, когда ты встречаешь женщин, и ту, которая говорит, что с Америкой надо войну начинать. А вообще, считаю, нужна война с этими американцами, чтобы их поставить на место в конце концов. Сколько можно на них смотреть? Война, это же будет ядерная война. Да не думаю, ядерная. Там, и кроме ядерного, у нас, я думаю, хватает оружия, чтобы заткнуть их. Вы перебиваетесь там тем, что показываете телевизор, и в этом телевизоре новости из Донбасса. Телевизор действительно работал или вы накладывали? Телевизор абсолютно точно работал, но мы, конечно, втречили кусочки, потому что там просто... Ну, слушай. Ну, да. Это же неправда. Там шли новости. Ну, там это шла неправда. Вот эта вся фигня. Ну, слушай, стоп. Либо это мокюментари, либо это докюментари. Если это документальная история,
то там не может быть такого. Не мне не, учить Андрея Лошака, слушай, безусловно. Да, я понимаю. Ну, я считаю, что как бы если некий отход от правды жизни не нарушает в целом этой правды жизни, а является неким усиливающим таким художественным методом, ну окей, я же... Как блин, ты я же думаешь, подписан- ты думаешь, Владимир Соловьев также рассуждает, когда чуть-чуть отходит от правды жизни? Не, ну тут же нет... Это каким-то образом меняет... тут же тут нет фейка. То есть это правда идет по телевизору. Это правда, что она это смотрит, и это лезет из нее просто, ну, как рвотные массы. Вот эта вся как бы пропаганда, которую она поглощает. Ну, мы просто встречали как бы именно эти куски, потому что те просто были очень плохо сняты, и телевизор работал тихо. Ну, Но и они другие были. да, примерно то же самое. Там что, ну, ты посмотри хоть раз, включи днем вот этого Шейнина и прочее. Ну, там они все время об этом говорят. Они до сих пор говорят об Украине. Ну, окей, можно доебаться, как бы. Я чувствовал себя немножко, вот чуть-чуть обманутым. Ну, окей. Тут это очень субъективная штука. Там рассказывать про распятого мальчика, это как бы реально, ну, преступление против правды, потому что этого не было. А то, что у него по телевизору реально льется этот поток антиукраинской пропаганды, ну, это же правда. И она сама как бы его вот просто олицетворяет собой. Ну, почему бы там тогда не втречить? Ну, окей. Но видишь, на самом деле этого, может быть, и не стоит делать, потому что все-таки люди чувствуют такие вещи. Считается, что многие из коллег идут на компромисс, ну и не только из коллег, вот те люди, которым нужно винтиками системы становиться, например, подбрасывать бюллетени в урнах и всем остальном, потому что это еще и поколение ипотеки. Ты на фрилансе уже почти десятилетие? Ну, не десятилетие, а в 2010 году Да, 10 меня лет. выперли из НТВ. А что у тебя с квартирой? Тебе всегда было где жить? Да нет, купил, но я москвич, это нечестно. Я москвич, в Москвиче всегда есть какие-то заначки, ты можешь что-то там продать бабушкину квартиру, доложить и купить новую, там, ну, условно говоря, ну, не у всех, но у кого-то есть. Окей. Вот, то есть в У этом тебя смысле... просто было жилье от родителей? Ну, у меня было жилье от родителей, мой как бы прогресс вот в имущественном плане, да, заключается в том, что как бы с квартиры на Речном вокзале я подвинулся на 4 станции метро ближе к центру и теперь живу на Соколе. Вот. Ну, в общем, достаточно скромной двухкомнатной квартире. Но платеж при этом никогда тебе прямую кишку не жег никакой? Нет, я никогда не влезал в эти все дела. Это много объясняет. Да, я понимаю, что ты ведешь. Я без какого-то вообще осуждения, понимаешь? Такая есть мысль, как бы сформулированная. Россия — это страна очень бедных людей, которых вот власть вот этих вот как бы клептократов, которые заработали миллиарды, да, держит в страхе, что при изменениях они будут еще беднее. И вот на этом вот страхе на самом деле все и держится. Понимаешь, им внушает. Вот эта вся история, а вы хотите как там, а вы хотите как в 90-е, как в Париже, как в Нью-Йорке, вот все вот это. И они накачивают людей страхом, что перемены их погрузят в еще большую бедность. Они настолько бедны, что реально, как бы, ты знаешь, шаг вправо, шаг влево, и они просто начнут голодать. Очень сложно таких людей звать на баррикады. Там, знаешь, а давайте сейчас вот построим тут классную страну. Ну, может быть, сначала будет чуть-чуть трудно, да. Ну да, это только история про голодный бунт, но не про концептуальный. Да, то есть они еще не дошли до той стадии, когда действительно холодильник победит телевизор, им же будет нечего есть, они возьмутся там за булыжники. До этого не доходит. И в этом, наверное, как бы талант Путина как правителя, да, держать их вот как бы вот и не давать становиться средним классом, не давать ему расти, потому что когда он начинает расти, происходит то, что происходило на Болотной площади. Году. Да, вот. Но при этом и не давать сдохнуть с голоду. Вот как бы вот на этом как бы вот они так как бы балансируют. Ты 10 лет фрилансер. У тебя даже трудовая нигде не лежит, да? В чулане? Ну, нет, она лежала там вот в такие дела, когда мы запускали, там годик пролежала, потом я опять ушел на вольные хлеба. Да, я даже не знаю, где она. У тебя бывает месяц, когда тебе ничего не падает на счет?
бывает, но у меня достаточно, как тебе сказать... Ну, бывает момент... У меня достаточно проектов, чтобы, как бы, если что-то месяц не падает, чувствовать себя достаточно неплохо. То есть у тебя не было момента, когда, ну, все, Полная жопа? Ну... Когда заправить машину уже... Нет, такого, конечно, не было, но были, знаешь, когда там я, например, вот делал «Возраст несогласия», я его буквально делал, ну, вот, как без денег. То есть даже у меня не было своего гонорара. Это был такой, как бы для меня это был некий такой вот гражданский акт. Я хотел вот так вот поучаствовать в выборах президента, поддержать вот эту историю таким образом. Поскольку денег не было, а снималось это полгода, да, вот я помню, что было как бы, ну, это снималось просто практически каждый день, мы ездили туда-сюда. То есть где-то подхалтурить было невозможно. В общем, это было не очень просто. Но вот такой, я помню, тяжелый был момент. В общем, Но машину заправить всегда есть. Да, ну, то есть нет, до такого не доходило. Да нет, все нормально, в принципе. Самая большая зарплата у тебя была во времена НТВ? На НТВ была большая зарплата. $6 тысяч была зарплата. Вот. Но, в принципе, я не могу сказать, что я сильно потерял. В принципе, нормально. То есть после этого ну, у тебя я не могу сказать, были? Да, абсолютно. Я не могу сказать, что мой уровень жизни понизился. Там же есть коммерческие всякие истории, которые мне помогают всегда выжить. Например? Да, слушай, самые разные. Ну, какие-то фильмики. Сейчас вот будем делать фильм, собственно, вот сейчас вот прям поеду я. Фильм к 10-летию игры World of Tanks. Вот. Корпоративное видео. Да, то есть я как бы совершенно не чураюсь этого, но просто если это там какой-нибудь условный «Газпром», который никогда ко мне, конечно, не придет, но я бы не взялся за это. Вот. А какие-то частные истории, которые тем более как бы мне нравятся, с удовольствием. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Мы в Выборге. Это рядышком с тем местом, где ты спрятался на самоизоляцию. Ты приезжаешь сюда, да? Ну, да, раза два-три я здесь был уже за последние несколько месяцев. Че, как впечатление? Ну, это, конечно, очень красивое место, очень европейское. Знаешь, так как-то грамотно и продуманно построено все, что, в общем, даже несмотря на всю эту мерзость запустения, да, как бы все равно это по-прежнему очень красивый город. Печально мне напоминает это Калининградская область, где я много раз был, и Калининград. Здесь ты идешь, и то же самое в Калининграде. Ну, его, правда, так, конечно, подремонтировали к чемпионату мира, но раньше это было... Брусчатка пробивается через вот этот наш асфальт хреново положенный, и она везде лезет. То есть, как асфальт как кожа слезает, да? Да. И вот, там вот это вот... Вот там прям такая же штука сейчас. Я когда-то делал репортаж про ностальгический туризм в Калининграде. Мы просто приехали в гостиницу. Первую попавшуюся немецкую группу просто выхватили каких-то старичков, сели им на хвост. Ну, они такие, ты знаешь, как бы чувствуют себя очень неуверенно. Хотя, типа, это их когда-то была земля, но очень зашуганы, поэтому они даже не сопротивлялись, просто сказали, мы с вами поедем. И дальше все было, конечно, просто классический ужас. То есть мы приехали в Багратионовск, я не помню его немецкое название. Они приехали в свой дом, где они детьми жили. Ну, вот все вот выглядит вот так примерно. Только там живет молодая семья, девушка совершенно какого-то, не знаю, наверное, напьющая, ну или просто очень, очень плохо выглядит. Дети какие-то полураздетые, грязные. Ну, в общем, это прям было очень неприятно, грустно. И они каждый раз, когда приезжают, это уже не первый раз, они привозят вот чемодан вещей. Ага, типа гуманитарная помощь. Да, это все было так грустно, и как-то, не знаю, ну мы же как бы, ну, в общем, я считаю, вполне по праву, наверное, отобрали эту Восточную Пруссию после всего, что они тут наделали. Но почему же мы как бы... Почему же это все выглядит так грустно? Вот и страна, проигравшая, привозит вещи победителя. Да, гражданам страны победителя. Это все как бы общая вещь, но когда ты это прям видишь вот так вот... У тебя есть ответ на вопрос, почему так получается? Ну, ты знаешь, я боюсь, что не потяну я этот какой-то вечный проклятый... Это, знаешь, как Парфенов говорит, главный наш проклятый вопрос, почему Россия не Финляндия? Ну, то есть, как бы мы столько лет вместе, в одном климатическом поясе. Вообще тут как бы еще 100 с небольшим лет назад, ну, это были просто... Финляндия была нашей дачей. Был сияющий Петербург, и как бы вот это такая какая-то лесная провинция. Почему так, не знаю. Трудно сказать. Я думаю, что, может, конечно, все и куда-то туда уходит вглубь веков. Но, в общем, конечно, советский эксперимент, я думаю, сыграл какую-то страшную роль.
В том, что мы ничего не можем с этим теперь сделать. Ты рассказывал, как медаль ордена тебе вручали, когда тебе звонил Картози и говорил, что вот тебе вручают медаль ордена, а ты в этот момент находился рядом с чуваками, которые по трафарету писали «Государство — это тюрьма». Мы в Выборге увидели такой же трафарет. Ты просто сам как-то говорил, что ты в целом анархист. Ну, тебе это близко. Ну да, Но тебе никогда не казалось, что анархизм — это утопическая история? Абсолютно. Не Абсолютно, может не быть конечно. государства. А сейчас, в эпоху пандемии, это же прям в эпоху коронавируса, впервые за долгое время прям стало понятно, для чего нужны государства. Для того, чтобы, когда надо, закрыться и решить вопрос, перед которым все равны. И социалисты, и демократы, и диктаторы, и кто бы то ни было. И вот на клочке своем попробовать устроить так, чтобы эта зараза побыстрее ушла. И все по-разному это делали. Ну, анархисты, они же как бы верят в светлую природу человека и в то, что когда-нибудь люди станут настолько сознательными и ответственными, что не нужно уже будет никакого государства, которое тебя будет дубинками и штрафами, как бы, знаете, все как бы... Ну, это некая вера в эволюцию человека. И что мы видим, в принципе, наблюдая за историей, конечно, люди по-прежнему часто проявляют себя как абсолютные монстры, но в целом, ты посмотри, ну, как бы вот было еще 200 лет назад, как 200, 150. Сейчас с математикой так, ну, меньше, чем 200 лет, да, там в Америке было рабство, и в России тоже. Вот. И что мы видим сейчас? Это, как бы, это невозможно себе представить. Человек не безнадежен? Ну, да, наверное, я анархист в этом смысле. То есть я антропологический оптимист. Я верю в то, что люди... Мне кажется, что вот наше государство, которое не дает людям даже сделать, элементарного, выбрать себе политическое представительство, проголосовать за тех, за кого оно хочет. То есть оно решило, что вот оно знает единственное, как надо. И в этом смысле, мне кажется, оно ужасно не верит в людей, не верит в наш народ. И, по сути, вот это и есть настоящие русофобы, которые вот они считают, что вот, если вот этим людям доверить как бы прямую демократию, то они тут же выберут Гитлера там, или я не знаю кого. Ну, в общем, что-то страшное. Это самое старое здание России, которое, в целом выглядит невозмутительно плохо. И плюс там есть пластиковые окна и даже спутниковая тарелка. Варламов бы наверняка ругался, если Не бы... уверен, что это плюс. Про пластиковые окна, по крайней мере. У тебя же был великий визит к Наталье Водяновой, которая купила дом, какой-то древний английский дом, и ей там запрещали менять даже эти шпингалеты. Да, шпингалеты. Ну, то есть это отношение к истории ты не увидишь нигде, на самом деле, в Европе, по-моему. Вот я сходил, смотрел там в Вене, в Лондоне, с пластиковых окон, в старых домах. То есть это все равно как бы, все-таки важно сохранять и принцип научной реставрации, который, конечно, это дорого, это долго, перекладывать все по кирпичику, но его никто не отменял, и, к сожалению. Лучше иногда не трогать, потому что я все верю, что когда-нибудь люди здесь дойдут до того, что, в общем, на домики надо тратить городские бюджеты. Потому что, например, то, что вот сделали в Калининграде, когда они там сейчас пытались подновить вот этот фахверк, лучше бы они этого не делали, потому что это как бы таджикский ремонт, ничего общего с духом старого Кёнигсберга не имеющий. Смотри, важный момент. Мы вчера вечером нашли единственное место, где нас смогли накормить, на веранде. И мы там разболтались с местными молодыми предпринимателями. И они, рецензируя знаменитый пост Варламова «Финны, мы все проебали», они сказали о штуке, которая, звучит логично для многих. Чтобы отреставрировать вот это, вот здесь стены во многих местах, это просто труха. Да, это адские деньги. Это миллиарды рублей. Миллиарды рублей. А построить новое подобное гораздо дешевле. Почему в стране, где за чертой бедности живет 20 миллионов человек, деньги надо тратить на реставрацию вот этого? Возможно, не в первую очередь, скажем так. Наверное, я не являюсь каким-то суперортодоксом сохранение, да. Но, может быть, возможно, то, что называется там презервация какая-то, да, то есть вот как бы сохранение, консервация вот этих объектов до лучших времен. Самое страшное, когда они реально... То, что делалось в Лужковской Москве, да, когда они просто все сносили, это называлось реконструкция, и сделали муляжи на 2 этажа выше. Вот. Может быть, потому что эти кирпичи, они вот носители той информации, это вот ДНК. Когда ты вынимаешь, ставишь туда что-то другое, новое, то все, как бы это,
город теряет память, дух. И это то, что произошло с Москвой. К счастью, пока не произошло с Питером. Вот, потому что там все-таки довольно сильное движение, и там денег меньше. Но ты понимаешь, что люди, которые сейчас сидят где-нибудь в Забайкалье, люди, у которых не хватает не хватает лаве на какие-то прям бытовые вещи, они подумают, что вот эти рассуждения про ДНК — это прям проблема очень сытых людей. Проблема первого мира. Ну, слушай, в таком случае все проблемы первого мира. А у нас как бы самое важное — реально кормить людей. И, в общем, я согласен с этим. Действительно, бедность — это главная проблема. Это главная проблема и главный позор нашей страны, что здесь такое чудовищное неравенство. 1% владеет, там, по-моему, 60% всех богатств. И 20 сколько-то там процентов живет за чертой бедности. Ну, это позор. И я тоже считаю, что главное — это как бы счастье людей. Потому что у этих людей не будет второй жизни. Знаешь, как бы вот эти все сказки про то, что мы строим светлое будущее, они закончились в 91-м. Все поняли, что счастье важно здесь и сейчас. Соответственно, людей надо попытаться накормить и дать им какую-то достойную жизнь здесь и сейчас, пока они живы. А как ты думаешь, вот эта труба эффективно работает, водосточная? Да, я думаю, что да. Вот, видишь, расщелины. Ты, исходя из социальной справедливости государственного устройства, считаешь близкими к образцу северной демократии? Да, как вот Толоконников, по-моему, тебе говорил в интервью тоже об этом. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания. Да, потому что там, как бы, знаешь, это вот розовый социализм, так это еще как-то где-то называют. Розовый? Да. Ну, или ну, правильный социализм. Ну да, то есть это, с одной стороны, там сохранены все демократические институты. Там есть эти принципы либеральные, уважение к правам человека и бла-бла-бла, но при этом есть ощущение общего дома, и как бы люди, у тех, у кого больше денег, они платят больше налогов и помогают тем, кому по жизни меньше повезло. И благодаря этому есть, в общем, как бы создается некое ощущение, по крайней мере, равенства. И это действительно ощущение. То есть люди там, в общем, счастливы. Там нету ощущения вот этого чудовищного расслоения и того, что тебе в жизни что-то не дали, и у тебя нет никаких возможностей из этой ямы выбраться, из этой ямы бедности. А здесь, конечно, ты приезжаешь вот в какой-нибудь Забайкалье и понимаешь, что, ну, как бы это действительно очень сложно. Потому что, как ты получишь хорошее образование в такой ситуации? Это проклятие, знаешь, которое именно потому что, то есть бедность порождает бедность. Юрий будет дуть будет Юрий. Кыштымский карлик. Одно из важнейших исследований в истории русской журналистики про русское безумие. Как появилась идея? Я бы не сказал, что это русское безумие, это такая русская метафизика, скорее. Я как-то не помню уже, где узнал про эту дикую историю. Она же очень, и до, и после, она всегда находилась в каком-то таком поле, знаешь, газет, там, типа «Третий глаз», там, НЛО, там, вот это вот все. Это реальная газета. Такая уфологическая какая-то тусовка, которая этим интересовалась. Я помню, лежал в больнице как-то, и увидел соседей по палате, палата была 6-местной, и соседи вот как раз там продавали газеты, просто заходили по палатам, они брали это, еще была совершенно топовая газета, помимо вот этих всех НЛОшных, была газета «Мир криминала» великая. Я помню до сих пор заголовок, первую полосу, и там было 2 великих материала, прошло 18 лет, я помню до сих пор. Первое — электрик насиловал огнем, а второе — у анониста выросла 3-я нога. Там рассказывали про анониста, который мастурбировал гайкой. Вот, она у него застряла немного внизу, и член распух в итоге. И был размером с ногу. И поэтому, в общем, приезжали специальные люди, которые... Примерно вот где-то среди вот таких вот материалов я обнаружил историю про Алешеньку. И мне показалось, что, вот это какая-то прекрасная совершенно метафора, не знаю, как бы к нашей жизни. В какой-то момент в Намедне появился отдел адского трэша. Там сидел Рома Иванов, такой качок, редактор, и как бы к нему стекалась вот вся вот эта, все это безумие, вот, связанное там с «Третьим глазом» и прочим. И какие-то мы делали регулярно сюжеты. Вот, про какие-то там звездотроны, которые строились там где-то в Биберево на крыше. Вот это все, в общем... Мы увлеклись в какой-то момент этим. Но это для меня была совершенно другая история. То есть я реально
Мне казалось, что там есть что-то вот более глубокое. Я туда поехал и, собственно, начал поиск вот этих контактеров, то есть людей, которые, собственно... Вступали в контакт. Да, которые его видели. Или живым, или мертвым, по-разному. Ты понял, что это было? Алешенька, это что? Это галлюцинация или это... Нет, я не понял. Я не понял, но я даже не уверен, что это важно. Ну, то есть для меня, я не хочу как бы вот эту историю как бы осквернять таким вот, знаешь, сугубо материализмом. То есть как бы же была взята вот эта вот, мы ее называли плащаницей, как бы вот эта вот тряпочка, в которой нашли вот это тельце. Она была взята на исследование. Тогда были еще вот такие вот безумные уфологи. «Космопоиск» называлась организация, там, я не помню этого чудесного человека, Чернобров. Да, вот он был такой как бы мотор всего этого дела. Он действительно провел ДНК-экспертизу. И, в общем, там были найдены якобы, как бы вот по этой версии, значит, остатки человеческого ДНК. То есть, возможно, это с такой как бы сугубо материалистической точки зрения, это был выкидыш. Поскольку, в общем, к этому много располагает в этих местах, где там за 30 лет до этого, ну или там за 40, случилось крупнейшее после Чернобыля по... Ну, только до Чернобыля. До Чернобыля, ну, в смысле, по масштабу и по катастрофическим последствиям. Вот ядерная катастрофа все рвануло, что, в общем, там до сих пор нельзя купаться в реках, везде стоят эти значки радиации. Вот. И там, в общем, с экологией, наверное, все не супер, как бы, хорошо. И, в общем, наверное, мутации вот такие возможны. Но, с другой стороны, есть люди, как бы контактеры, которые как бы реально вступали в контакт. В общем, не очень понятно, зачем им врать, потому что мы им даже не платили. Как бы они рассказывают, и это все, из этого складывается некая довольно цельная картина. Андрей, это, безусловно, великая журналистская работа, но вот конкретно к этому, я так понимаю, то ли все, то ли большинство вот этих контактеров, они же жестко бухают. По-моему, все. Не могло ли это каким-то образом... Прости, кроме, собственно... Следака? Матери Марии, да, вот в этой истории, это вот бабушки, старушки, у которых был диагноз шизофрения. Вот, которая, собственно, обнаружила Алешеньку и как бы его принесла, усыновила каким-то образом и с ним довольно долгое время нянчилась. И, собственно, все эти люди, которые видели Алешеньку, это были ее родственники, там, и их, соответственно, мужья, любовники, собутыльники и так далее. То есть вот она не пила. И она единственный человек, который проявил к Алешеньке некий, не то что интерес, а она проявила заботу. Она пыталась каким-то образом за ним ухаживать. Ну, мне неловко это говорить, но она была больна. Она была больна. Признайся, ты подыгрывал сам себе? То есть ты отключал какую-то часть рационального в мозгу для того, чтобы эта история получилась, ну, художественнее? Ну, так она же такая и есть. Ну, как бы я же не заставлял этих людей рассказывать о том, что, ну, что мы бухали, а тут он, говорит, выходит. Я говорю, ну, а вы с ним поговорили? Он говорит, да нет, ну, что, он ёбарь мне, что ли? Ну, говорит, стоял тут такой. Ну, получается, подожди, ну, а факт-чек? Извини, что... Что ты имеешь в виду в данной истории? В данной истории они это говорят, но просто есть разные люди. И в зависимости от того, кто они и как живут, их мнению можно по-разному доверять. Абсолютно. Так у меня же есть и все остальные мнения. У меня есть там прекрасная вот эта дама в каких-то стразах из местного роддома, или кто она там, которая рассказывает, что, в общем, это как бы абортус, там, абортированный материал. Есть Бендли. Там, понимаешь, как бы единственный трезвый человек был, это вот, который пытался в этом разобраться на трезвую голову, это вот милиционер Бендли, прекрасный человек, который, на самом деле, сохранил нам эту, как бы, легенду. Если бы не... Потому что он пытался честно выполнять свое дело. Всем там было, как бы, плевать. Все говорили, ты что, с ума сошел? Ты чем занимаешься? Там он, как бы... Собака выбежала, реально говорил, он говорит, я вот расследую это дело, а он говорит, мне говорит, вон там собака бегает с отрезанной ногой.
Он говорит, ты вот этим занимайся. Но он реально решил разобраться, что за фигня, как бы, что это такое вообще. Он провел некие следственные действия, там, свидетелей собрал, снял это на видео. И, собственно, это видео, это единственный артефакт, который остался от Алешеньки. Было бы, конечно, ужасно интересно попытаться его найти. Мы же тоже это пытались сделать. То есть есть эта официальная версия. Ну, то есть вот найти этого... Но Золотов умер. Как бы сейчас уже не очень понятно. Это человек, который похитил эту мумию. Да. За ней по-настоящему охотились японцы. В общем, я не знаю, японцы же тоже что-то в этом увидели. Блядь, Серег. Они же, в общем, не синие, да, то есть они там не заливают так, как в Кыштыме. Кстати, фидбэк был, да, такой, знаешь, что они в Кыштыме очень обиделись. Ну, то есть приехал такой москвич, всех как бы назвал алкоголиками, а это не так. Ну, просто я не виноват, что все контактеры были такими. Вот, но они типа там потом написали что-то такое, «Московский карлик», по-моему, вышла статья в газете «Кыштымский рабочий». Это был такой дисс. Юрий будет дуть будет Юрий. Слушай, ну все не так грустно, как мы думали. Посмотри. Это прям Европа. Ну, это и есть Европа, да. Не, просто, видишь, это очень важный момент, когда ты приезжаешь в город, и когда смотришь всю эту разруху, не фиксироваться только на ней. Да не, на самом деле, куча зданий прекрасно выглядит, и вообще город сохранился, на самом деле. Есть ощущение, что он какой, как бы, ну, немножко без хозяина. Никто его так вот прям не любит, как-то вот. А в общем, в принципе, он жив. Ты объездил всю Россию. Сейчас наступает эпоха внутреннего туризма. Не знаю, как надолго, но все равно. Назови 3 самых красивых места, в которые кайфово сгонять человеку. Я реально считаю, что вот Южный Урал и вот эти места, где Твин Пикс абсолютные, где мы снимали «Кыштымского карлика», с этими озерами, с сосновыми лесами, озерами, перед которыми стоит значок, значит, опасна радиация. Вот. Ну, блин, это правда очень крутые места. Там очень, очень волшебно, скажем так. У меня была поездка 100 лет назад. Мы делали сюжет о переписи, всероссийской переписи. Был такой первый ее этап. Это раньше она началась там в труднодоступные места России, потому что потом там начинается бездорожье, разливаются там реки, лужи и так далее, и в эти места не пройти. А перепись была осенью. Вот. И мы поехали там вот в такие вот в архангельские деревни на другой берег Двины. И это тоже, конечно, какие-то совершенно волшебные места. Эти огромные избы некрашенные, церквушки заброшенные. Там очень мощно. Довольно, наверное, банально, но я считаю, что Петербург... Я считаю, что я был много где, и для меня Петербург входит в 3 самых красивых городов мира однозначно. Мира? Да. Вместе с кем? Не самых красивых, а самых любимых, скажем так. То есть у меня есть 3 города, которые я очень люблю в мире. Это Лондон, Порто в Португалии и Петербург. Ты говорил, что никогда не выступаешь в Ельцин-центре. Да, возможно. Ну, то есть я не помню, чтобы я там выступал. Но я был на твоем выступлении в Ельцин-центре. Да ладно. В каком году? В 16-м. В Екатеринбурге каждый год проходит, я не помню название мероприятия, это типа лекции от известных журналистов для молодежи. Угу. У меня там выступление было на 1 этаже, а ты на 2 путешествии из Питера в Москву показывал. Я вот просто помню, что я презентовал в Екатеринбурге в совершенно другом месте путешествия. Блин, фиг его знает. Может быть, я просто как-то не ассоциировал это с Ельцин-центром, но потому что меня звали на какие-то такие как бы мероприятия, которые проводил непосредственно Ельцин-центр и под эгидой Ельцин-центра. А это, может быть, было... Территориально там, а не... Да, я даже не видел их экспозицию знаменитую. То есть, поэтому... Почему? Может быть, как бы я... Почему что? Почему не нравится? Ну, потому что у меня как бы достаточно негативное отношение к президентству Бориса Николаевича. То есть мне кажется, что у нас был действительно офигенный шанс в 90-е годы сделать страну другой. И мы в том числе благодаря
не только, конечно, благодаря Ельцину, но и при его непосредственном участии мы как бы этот шанс просрали. Прекрасной финальной точкой является назначение преемником Путина, вот, которое перечеркнуло все, что там, может быть, было сделано. Ну и, конечно же, первая чеченская, когда он отправил туда на войну солдатиков-срочников, просто на убийство. Ну, в общем, много чего. И бедности, и не считай то, как людей бросили вот в это рыночные как бы стихию, вот просто вот как бы без спасательных кругов, просто давайте, кто выплывет, молодец. С тобой же многие из либералов не согласны. Наверное, да. Ну, у меня среди друзей и в основном, может быть, чуть более старшего возраста, но и среди моего поколения уже значительно меньше. Все равно его главное достоинство, что он дал как бы стране свободу. А все остальное, типа, не так важно. Ну, то есть для них свобода, которую там, безусловно, он причастен, она важнее того самого Нового года в Грозном у молодых срочников и кризиса 98-го года и всего остального. Да, ну даже, как бы, понимаешь, не только кризис-то, ладно. Война страшна, знаешь, там. Я видел эти кадры, когда они режут солдатикам, случайно ткнул в интернете, вообще жалею об этом до сих пор. Когда они как бы режут молодым солдатам, мальчикам вот эти, горло, чеченские солдаты, чеченские эти сепаратисты. Вот. И это вот реально то, чего хочется развидеть. Вот. И всего этого, на самом деле, я уверен, можно было избежать абсолютно. А как? Не знаю как. Но просто не отправлять детей туда на убийство. Это было не так обязательно. Я ничего не путаю. Чубайс увидел фильм «Бумер», который ему показала его жена Дуня Смирнова, и сказал: «О, такое было?» Ну, я об этом читал где-то у Дуни. Да, в каком-то ее интервью или что-то. Нет, я понимаю, что люди оторванно живут от жизни России, и сейчас я это вижу. Но как тогда? То есть те, кто управлял страной, они не знали, что... Да, но об этом же много, собственно, у нас говорится вот в этом проекте, который мы делали вместе с Петром Олеговичем Авиным, одним из участников активных всех этих как бы экономических перемен. Вот, и мы делали этот проект... Березовский это кто? Который назывался у Авина как книга «Время Березовского», а мы это сделали как «Березовский это кто», да. Возникает этот диалог между Авином и Чубайсом по поводу как раз ценностей. И да, и они говорят о том, что, собственно, они не знали вообще страну. То есть они были такие, в принципе, такие мальчики-экономисты, которые как бы делали там... какую-то большую историю по реформированию экономики в команде Гайдара. Но на самом деле они реально не представляли, в какой стране они это делают. Ленинградские, московские мальчики. И им казалось, что и вот приватизация, там, вот какие-то там идут экономические реформы. А на самом деле на земле это все было совсем по-другому. И я помню, знаешь, когда я приезжал к своей родне в Волгоградскую область, простым таким людям, деревенским, и как их просто при слове «Чубайс», как их трясло от ненависти. Я просто был тогда в шоке. И на этом вот до сих пор власть играет. На том, как это на земле-то все на самом деле было. Играет, что 90-е страшилки. Ну да, что вот на этом страхе, как бы, что вот можно опять дойти до такой жизни. Вот. Вопрос, не знаю, то есть, как бы, знаешь, это на самом деле такой очень глубокий и сложный вопрос, естественно, непонятно, почему так произошло. То есть, понятно, что это была действительно вот такая модель неолиберальная, да, типа рынок решает все, и в него бросили людей, совершенно как бы реально неподготовленных к такой жизни. И началась вот это вот как бы чистый дарвинизм, выживает сильнейший. Как бы сильные и клыкастые, они как бы сбились в банды, а люди просто вот вынуждены были выживать. Мне кажется, как-то это можно было избежать, просто как-то самортизировать. Я не экономист, я не знаю. Но в результате все сложилось крайне неудачно для этого проекта, как бы вот российской демократии, потому что людей напугали, и они очень быстро и легко обменяли все это как бы на безопасность и колбасу. Что, конечно, печально, потому что хочется, чтобы было и то, и другое. Да, а точно ли везде безопасность?
Да нет, конечно. В результате никакой с колбасой не очень, и с безопасностью совсем плохо. Да, ну просто как бы были бандиты, теперь это как бы оборотни в погонах. Как ты думаешь, сейчас власть также не в курсе, что происходит? Ну, мне кажется, да. Ну, судя по тому, что президенту приносят какие-то распечатки в папочках, референты. И вот через эти папочки как бы он видит страну. А когда он куда-то приезжает, туда привозят специальных, значит, продавщиц мороженого. Я не уверен, что он видит страну такой, какая она есть. Более-менее у всех бывает конкретный момент, когда он понимает, что Москва не Россия. Когда я начал работать в Намедне, мне было, ну, там, уже под 30, 27, 28. И я, на самом деле, до этого ездил в основном как бы из Шереметьево в сторону как бы запада от России, да. И вот одна из первых таких поездок в Россию, это был 2000, ну, там, первый, второй год, не помню, первый, наверное. Ульяновская область, там произошло энергетический кризис. В общем, люди не могли платить за электричество, и Чубайс начал им отключать электричество просто веерно. Приезжали чуваки, залезали, значит, на этих кошках как бы на столбы и обрезали просто провода. Так. Вот. И люди из деревень перекрыли там какую-то федеральную трассу в каком-то месте. В какой-то момент, значит, их стали выдавливать, произошел какой-то замес, и грузовик задавил человека, который вот от одного из вот этих вот протестующих, житель соседней деревни. И мы вот подумали, что это вообще офигенный какой-то мощный достаточно образ, такой Прометей. А им включили электричество обратно. Вот. И он добыл людям огонь. Да, да. Ага. Это вот прям такой. Вот мы поехали на эти похороны этого человека в какое-то такое русско-татарское село, и я увидел такую жесть. То есть я до этого момента вообще не знал, что так могут жить люди в принципе. То есть как бы то, что, ну, понятно, что там нужники везде. Слово «говно», оно вот просто у меня прошло рефреном. Просто там где-то вот разлилось говно на лугах. Тут же пасутся, значит, коровы, молоко, дети купаются. Значит, тут вот у них эти нужники со сломанными дверцами на улице. Какой-то ужас. Вот. То есть тогда я понял, что я живу не в России, а в какой-то другой стране. Юрий будет дуть будет Юрий. Россия — полное затмение. Правильно ли я понимаю? Ты задумал многоступенчатый стёб. Пранк. И он был именно вот сериальный. То есть логика была в том, чтобы люди до последних серий не доперли. Расскажи, как это получилось и вообще, как вышли все серии? Да, вышли все серии. Ну, это просто трэш. Ну, я не знаю, просто в какой-то момент я увлекся жанром мокюментари. В то время, это конец нулевых, как-то он актуализировался. Не знаю, может, просто я его для себя открыл. Но был Саша Барон Коэн, который как бы делал вот эти вот фильмы потрясающие, там, путешествия, как некий такой фейковый персонаж по Америке, снимая реальные при этом истории. Вот, плюс там много всяких, короче, было источников вдохновения. И я подумал, а почему бы такое не попробовать сделать на государственном телевидении? В общем, много над чем, в общем, уже хотелось реально постебаться. Потому что телеканал НТВ уже как бы называли там, типа, посмотрел НТВ, переключи за собой. Там, ну, в общем, много всяких уже шуток было про мой канал родной, который из такого, знаешь, как бы высоколобого, суперпрогрессивного канала «Новости. Наша профессия». И, там, я помню, начинали вообще с ретроспективы фильмов Гринуэя. Вот. Я это помню. Я еще работал на этом НТВ. Это превратился реально в трэш-канал. Я решил как бы постебаться над этим. Ну и дальше как бы уже много всего туда подтянулось. То есть и конспирология безумная. Смотри, сначала же вышли серии про матрасы-убийцы. Ковры. Про ковры-убийцы, про рублевского олигарха «Синяя борода». Ну вот, и это выглядело так. Люди думали, что все. Мясорубка НТВ взяла Лошака в оборот, и все, он теперь вот превратился в этот дикий фарш. На серьезных щах было. Но в этом была как бы идея. Все думали, что ты продался.
Да, Или сошел с ума? Сошел с ума, сказать, потому что я поменял образ, я выходил в кожаной куртке, как вот корреспондент Мамонтов, там такой, я вдруг стал такой очень, насколько я могу быть брутальным, вот. Ну и рассказывал про план Даллеса, Михалков там мне как бы тоже пруфы подкидывал Ну там много, короче, мы это все намешали, актер Назаров, он такой пламенный коммунист, бедный дедушка, конечно, неловко перед ним. Он, в общем, читал этот план Даллеса, про то, как, значит, тут американцы сеют хаос и разврат. А мы ему еще, знаешь, так запустили с Бардиным проекцию прям на лицо. То есть там вот из нарезки из 90-х адской такой, там, знаешь, с шахтерами голодающими. Она прям у него по лицу так шла. Ну, очень, короче, это глум, конечно, чудовищный. Подожди, а Назаров в курсе, что плана Даллеса не существовало? Нет, конечно. Поэтому он и читал это. Он не в курсе, что как бы я в это не верил. Так. Ну и, в общем, мы запустили это. Ну, единственное, что, конечно, НТВ очень-очень долго мариновало этот проект, и в результате они его запустили в конце, ну, не испугались, то есть как бы не поверили в него и до конца. С одной стороны, я им ужасно благодарен, что как бы это вообще вышло, это очень странно, что как бы телеканал показал пародию на самого себя. Я слышал, что после серии про ковры-убийцы люди реально на следующий день выкидывали ковры. Были все эти истории, да, про то, что... Но и это, кстати, до сих пор как бы ко мне каким-то эхом приходит. То есть там моя подруга Света Рейтер, известная журналистка, сейчас на BBC работает, она мне рассказала, что она там ехала в какую-то командировку. Она в какой-то момент со мной на НТВ работала в одной команде. Попутчику, значит, она сказала, что вот она работала со мной. Он говорит, ты работала с Лошаком. Блин, это же вот последний честный журналист в России. Ну, там Светка говорит так, ну, в общем, да, согласна с вами. Говорит, слушай, передай ему огромное спасибо за полное затмение. Как его еще не убили? Вот, то есть как бы реально люди приняли все за чистую монету. Что, на самом деле, это говорит о том, что они просто не досмотрели до конца, потому что в последней серии там как бы это был вот сеанс магии с разоблачением, то есть дальше там как бы мы реально доводили все до полного глума. Ну, то есть мы как бы рассказывали о том, что это была серия про телезомбирование, потому что как бы телезомби — это реальный факт. Процесс зомбификации в культе Вуду — это когда тебе вот вдувают в глаза порошок растертой рыбы фугу. Вот. Вот это известная рыба, которая может убить, но это при этом деликатес японский. Значит, ее как бы вдувают, человека парализует, его закапывают, через несколько дней выкапывают, и он абсолютно как бы послушный, вот он зомби. Исполнитель твоей воли. Его воля парализована. А вы сделали так, что это центр зомби в мы рассказывали, Останкинской что в башне. Останкинском пруду выращивают фугу эту, там, потом ее сдают, там прям показывают процесс. И, собственно, через эфир распространяют. Вот. Ну и... Я же даже не помню, что-то мы там, короче... Но в конце... А там была еще такая, ребята, «Чистый сигнал». Такая гражданская организация, которая, типа, боролись с зомбификацией. Вот. И, в общем, в конце там было вот такое, знаешь, как бы на каком-то древнем языке, там, шумерском, в общем, затихал. Это было, кстати, просвечивало через вот эту картинку белого шума, да, там просвечивало какой-то регулярно на протяжении серии некий силуэт. Они пытались все время как бы уловить, что он некий такой, типа, знаешь, 25-й кадр, он что-то вещал. И в конце концов ему давалось. А это, кстати, был силуэт Вассермана. Вот. И, наконец, ему удавалось там расшифровать, и дальше просто вот реально газ-экран, то есть экран становился темным, да, и этот голос говорил таким совершенно загробным голосом, типа, посмотри на меня, посмотри, там, что ты видишь. И как бы человек должен был видеть себя. И очень круто, что, собственно, это же концепция черного зеркала. Да. Мы придумали это раньше, только как бы по-другому использовали. А в последней серии же еще было, что как бы к Картозии приходят менты и задерживают его, Да, но, собственно... я же забыл главное сказать, да, что как бы в результате, да, выяснилось, что Лошак, значит, там, типа, это какая-то криминальная афера, да, меня задержали, корреспондент Чернышов, который по-прежнему корреспондент НТВ возле Останкина делал стендап, там, да, и меня винтили. Не, Картози не винтили, по-моему, только меня. А Картози как-то отмазывался, да, по-моему, в конце. Правда ли говорят, что после первых серий руководству НТВ и даже администрации президента это очень понравилось?
и они восприняли это как знак того, что лошак переходит на их сторону. Ну, мне такие поступали реально как бы намеки, то есть звонил крайне воодушевленный Кулистиков и говорил, что вообще там как бы проект нам нравится. Потому что сначала они подумали, что это просто стёб над народом. Потом они поняли, что есть другой уровень. Как бы. И потом, да, потом мне уже никто не звонил больше никогда. И это получилось, кстати, довольно красиво, потому что, собственно, меня выперли с НТВ, а проект, как бы, он на самом деле выходил, когда я уже был уволен. Я так не задумывал, но это как бы получилось таким прощанием. Таким, в общем, ушел, хлопнув дверью. Получилось неплохо. Охренеть. Ну, то есть, получается, что люди не... Они, я не знаю, ну, видимо, да. То есть Они не досмотрели? Я думаю, что Коля их убедил, что, ребят, там, ну, все, ну, типа, лошак снимет нормально. Вот. И они не вдавались в концепцию до конца. Ну, как бы они поняли, что это некий там пранк. Ну, как бы к чему он ведет и что, в конце концов, мы имеем в виду, наверное, они до конца не поняли. Не чувствовали ли они себя после этого немного обосранными? Не исключено. Есть ли работа, за которую ты брался, и тебе было стыдно? За всю карьеру. Не обязательно в последние годы. Я понимаю. Ты знаешь, был полный, конечно, провал, когда Парфенов мне говорит, вот его выгнали с НТВ, и была Олимпиада. В Афинах? Да, в Афинах. В 2004. Да. И я вообще ничего спорить не, в отличие от тебя. Например, я крайне далекий от спортчек. Вот. Как, собственно, и Леня. Почему-то как-то так оказалось, что мы делали этот фильм. Ну, в общем, он его делал, а я там просто как мебель был. Там. Ну, иногда мы на двоих делали стендапы. Вот, конечно, фильм получился, ну, просто так, прям скажем, мне кажется, это худший фильм в карьере Парфенова. Ну, и я, в общем, там тоже в титрах. Ну, так. Ну, то есть дело в том, что там произошла романтическая история. Там, я совершенно не жалею, что я поехал в Афины. Там познакомился с девушкой, с которой потом очень долго вместе прожили. Вот. В Греции? В Афинах, да. Она же спортивная журналистка была. Ну, в общем, да. Но я вот этим был увлечен. Как бы было вообще не до Олимпиады, не до фильма. Юрий будет дуть будет Юрий. Вот на таком вот прекрасном вводном виде я не могу не спросить тебя о какой-то очень запоминающейся поездке в Амстердам. Когда у тебя случилось некоторое такое не недопонимание, а случилась там щекотливая история с оператором. Я слышал эту историю в пересказе. И что там случилось с оператором? Когда жопы болели. Когда жопы болели? Ну, напомню, я не исключаю, что что-то такое было. Ну, короче, вы прошлись экскурсиями по самым разным местам. Так. Там покурили, там, возможно, где-то грибцов фигнули. А отключились, а проснулись, то, что вы с оператором в номере полностью голые, и у обоих болят жопы. Класс. Вот это апокриф. Ну, нет, такого не было. Я думаю, это какая-то смесь из моих рассказов, какие-то, может быть, частные мои истории про то, как я ездил в Амстердам там погулять по кофешопам, такое могло быть. И на это наложилась история, наверное, про то, как мы с оператором ездили. Я же был шеф-редактором программы про это, и мне надоело в какой-то момент снимать эти ток-шоу бесконечные. Опять же, это был дефолт 98-го года. Не было денег, чтобы там арендовать студию, все. Я говорю, вот давайте, типа, вообще вот просто я и оператор. Это весь бюджет этого фильма. Я делаю все, как бы, ресерч, всю работу. Мне нужна только еще, как бы, камера. И мы поехали в Амстердам. Сделали такой двухсерийный фильм про это в Амстердаме, такой эротический блокбастер, где реально было много всего смешного. Это все сейчас совершенно невозможно себе представить на федеральном телевидении, даже после полуночи. Если первая серия там была, про красный квартал красных фонарей, там... Ну, это банально, да? Да, всякие там штуки. Плюс там, например, проститутки для инвалидов. Я просто слышал историю в другом, что вы просыпаетесь полностью голые, значит, лошак думает, блядь, жопа болит, я голый и ничего не помню. В этот момент оператор тоже просыпается, думает, блядь, жопа болит. И вы так просто незаметно одеваетесь и тихо уходите, понимая, что все, жизнь кончена. То есть прежней жизни уже не будет никак. Вы спускаетесь и видите там старый велосипед «Тандем» с потертыми кожаными креслами, на которых вы, видимо, бухие. Красивая история, блин. Но ее не было. К сожалению, нет. Хотя... А меня уверяли. Слушай, государство оплачивало секс инвалидов с проститутками?
Оплачивает, я думаю, вряд ли... А не- расскажи, не- как это не- устроено. Ну, там определенная регулярность есть не очень, надо сказать, высокая, типа там пару раз в месяц. Ну, как бы он имеет право вызвать через специальные службы девушку, как бы, которая приезжает, они там занимаются сексом, государство оплачивает. Блин, ну это же... Это очень круто. Девушка очень горда своей профессией была. Блин. Ну и парень такой колясочник. И он откровенно говорил про... Абсолютно, да. Ну, про то... Ну, а как бы, у меня как бы вариантов-то особо нет. Ну, а тоже хочется. Вот это подход. Слушай, ну это какой-то 22 век. Хотя снимал ты это в... 98-м. В 20-м, насколько я понимаю. Как ты думаешь, у нас бы отнеслись к этому? Да я не знаю. Слушай, это надо спрашивать, на самом деле, людей с ограниченными возможностями. Я думаю, что они бы прекрасно отнеслись. Большинство из них. А остальное, мне кажется, не так важно. Один из моих любимых фильмов, который у тебя был, это «Недорогие гости». На тот момент, когда это вышло, я впервые столкнулся с тем, что про гастарбайтеров говорят, сейчас это ужасно звучит, вот, но просто, чтобы понять контекст того времени. Про гастарбайтеров говорят как про людей. К ним было максимальное пренебрежение всегда. Возможно, оно остается... Наверняка оно остается и сейчас. Но там прям вот эта эмпатия, она чувствовалась, поражала, и все это было дико интересно смотреть. Во-первых, ты ничего не попутал, и ты потом не признавал ошибку. На куче строек, в том числе, например, здания строятся для МВД, работают... Для Минобороны там конкретно, я помню. Да, для военных, в общем, ведомственные здания государственные, там Нелегалы, строят... которые кидают на деньги, да. Да, там строят бесправные гастарбайтеры, которые официально не оформлены, которых кидают на лавы. Да, да. Тогда случился просто еще кризис, вот этот первый, 2008 года. Да. Финансовый, который нас накрыл тоже, и все стройки встали. И вот как бы и они все оказались на улицах. И так, ну, тогда я решил уже про это сделать, и они не могли уехать. То есть я всегда как бы думал, что ну, вот про этих людей как бы в оранжевых человечков, да, которые обслуживают нас и делают всю грязную работу, а мы как бы их даже не замечаем. Ну, просто не замечаем, как бы видим, смотрим сквозь. Знаешь, такой взгляд я видел у Листермана, который тоже когда-то снимал, взгляд на женщин, которые там ниже метра там, 70 с чем-то. То есть он просто их не видит. Вот. И вот так я вижу, как люди, ну, просто, ну, это для них как бы существа некого второго сорта. Это, конечно, всегда очень бесило. И вот, вот тут просто случился конкретный кризис, и они не могли уехать, у них не было денег, они оказались на грани просто голодной смерти. Вот. Но мы там просто нашли вот героя, с которым мы поехали, мы ему дали денег. Плацкартом до Душанбе. Да. Мы снимали на строй, как они живут вот в этих недостроенных, неотапливаемых домах, как они там делают плов из риса и картошки. Ну, и потом поехали, да, туда, в Таджикистан. А там был Джимми, герой. Ну, парень, который исполнил индийскую песню, вот, его называли Джимми. Его даже Asian Dub Foundation позвали на разогрев в Питере, рядом с которым мы находимся. Да. А как его жизнь сложилась потом? Ты не следил? Ничего, к сожалению, не знаю. Им заинтересовались модные питерские продюсеры. Вот. Но дальше, что произошло, я, к сожалению, не в курсе. Нет, я не следил за его жизнью дальнейшей. Ну, надо сказать, что он такой был довольно заносчивый малый. Вот. Не знаю, то есть он мне показалось, что он как-то рановато себя почувствовал звездой. Ну, слушай. Ну да, но с другой стороны, понятно, он ничего не понимал вообще, до сих пор не очень понимал, в каком мире находится, какие там Asian Dub Foundation. Он реально играл у них на разогреве. Юрий будет дуть будет Юрий. Самое страшное, что ты видел в жизни, это Таиланд после цунами? Наверное, да. Прости, а какие были сомнения? Что могло быть еще? Ну, нет, я видел просто там... Ну, я же всегда избегал всякой военной темы. Это как бы не моя, прям скажем, история. Вот. Но попадали тоже как репортеры иногда в какие-то истории. Там вот делали фильм про то, как там в Нальчике... Боевики вошли в город? Да, боевики вошли в город, захватили там какие-то силовые ведомства, там, ну, вот всякие там отделения полиции там и так далее. И я просто, да, и там... тоже видел, как вот там на моих глазах там черепушку снесли человеку. Стоп, не на видео, а на твоих глазах? Да, не на видео не попало. Прости, как это было?
Ну, просто, ну, как бы их отбивали, и я видел, как бежит человек, в него стреляли. Мы были со стороны... Террористы или наши? Да, террористы. И просто в него так попали удачно. Ну, это как запоминающийся, как бы, образ. Ну, то есть Я ты как специально ну, то есть забыл. ты это увидел, и как ты провел день после этого? Это уходило у тебя из головы? Нет, это не уходило мне из головы. Нет, ну такие вещи никогда уже не выходят из головы. Вот. Ну, мы, тем не менее, у нас было 3 дня, и мы с Зиминым офигенно отработали. Я там потом... Там была пленка про то, как парень снял... Он был пресс-секретарем местного Министерства внутренних дел местного. И он все снимал на видео. Он как бы, ну, такой смелый кавказский парень. Вот как бы началась перестрелка, он с камеры выбежал и просто снял, как его там пристрелили. Прям вот камера работала до последнего. И я, чтобы получить эту пленку, я там выпил бутылку коньяка с его братом, ветераном Афгана, каким-то суровым мужиком, у которого какой-то там бизнес в Питере. И он прилетел, и просто он заставил... Просто ну, он реально просто такой как бы провел допрос, чтобы понимать, в чьи руки он отдает это. Вот. Но мы получили это какой-то эксклюзив абсолютный, да, с этой истории. И она такой стала как бы таким рефреном, потому что большая достаточно запись. Вот, но это, да, не, ну, конечно, это страшно, но когда ты видишь вот сотни мертвых людей и трагедию, которая разворачивается прямо у тебя на глазах, потому что мы там нашли героя за несколько дней, да, это уже было через несколько дней после цунами. Погибла девушка, у них там безумная любовь, там год, что ли, встречались. Вот они поехали перезимовать, ребята из Питера, перезимовать просто на Пангане. Ой, на Пангане. На Пхукете. Вот. И она поехала просто к своим клиентам в дорогом отеле, вот этом, знаешь, помню, как называется, «Голубая лагуна». Вот такой он как бы сделан таким вот образом, что вода прям там втекает, и вокруг вот эти вот домики пятизвездочные, софителевские. И клиент просто рассказать ему о программе. И вот именно в эти 10 минут, что она там была, вот как бы пришла эта хрень, эта волна, и она исчезла, а он ее вот как бы искал. И случайно просто на нас наткнулся. Потому что ему... У него с английским было не очень, ему нужны были какие-то там помощи. И мы сначала... То есть я эту историю рассказываю иногда студентам, как бы как некий тоже такой этический кейс. Да? То есть погибло не так много русских в этой истории. Это 2004 год. И все жертвы были, естественно, как бы известны. И за ними началась... Не за ними, а за родственниками, которые приезжали, началась охота прям отвратительная. Вот, приехали все эти как бы корреспонденты федеральных каналов, и они совали там микрофоны, что-то там требовали каких-то, типа, под вопросом, как, что вы сейчас ощущаете? Ну, а что они еще могли спросить? Понимаешь, я видел, как там женщина плакала, и я прям вот совсем не хотел вот это все делать. И в следующий момент просто вот появился этот Володя, который просил просто в каком-то там центре помощи пострадавшим. Не могли мы там помочь что-то перевести. И я им говорю, ну, мы, да, давай, хочешь, мы тебя возить будем. И, в общем, мы им стали помогать. И реально там несколько дней мы ничего не снимали, а просто с ними ездили по этим страшным моргам, в которые там буддистские монастыри были превращены. Вот, где там на льду как бы просто лежали тела. Вот. Ну и фотографии еще. Страшные, ты, наверное, на жаре раздувшиеся эти трупы. Мне жутко, что как бы вода и солнце делает как бы с человеческим телом. Ну, в общем, вот и он искал. Ну, он врач, он как бы достаточно хладнокровно относился, но он сам при этом был абсолютный вот как бы обрубок, как бы. То есть видно было, что просто он действительно потерял любовь, и его как бы вот половины его нет. Вот. Ну, а в какой-то момент я просто начал это с ним... Я так как бы не спрашивая. Нет, спросил, типа, сказал, ну, ничего, вот тут сейчас мы с ним как-то тут ходишь. Он говорит, да, снимайте. Он, как бы, ну, на самом деле, конечно, он понимал, что мы уже, как бы, есть некие правила игры, мы помогаем, ну, ты теперь помоги нам снять кино. В общем, мы сделали этот фильм, и получился он довольно мощным. Не знаю, есть это моя заслуга или нет, но просто как бы вот это такое, знаешь, как бы реалити-шоу. Страшно как бы прибавить слово «шоу» к этому. Вот. Как бы человека, который по-настоящему вот на твоих глазах страдает.
который потерял вообще самое дорогое, что у него есть. И все это как бы, мне кажется, подняло это до каких-то там высот такой, знаешь, как бы просто античной трагедии какой-то. Помню, Штернс назвал это лучшим фильмом года на телевизионном. Вы общались же с ним потом? С героем? С Володей, да. Мы продолжаем общаться. До сих пор? Сейчас в последнее время давно не виделись. Как сложилась его жизнь? Он, по-моему, сейчас достаточно успешно занимается тем, что строит больницы. Вот. И, по-моему, в личной жизни у него тоже, в конце концов, все наладилось. Вот. Но он очень такой тонкий и интересный человек. Очень тонко внутренне организованный. Как пришла от него смс-ка, что, типа, в которой я почувствовал какой-то момент, такой какой-то некий сарказм, типа, поздравляю с фильмом, видел хорошие рейтинги. В общем, что-то я понял, что, конечно, все-таки что-то он такое вот, конечно, чувствовал по отношению ко мне неоднозначное, но в конце концов мы с ним, в общем, подружились. Он приходил, когда мы показывали в Питере «Путешествие в Москву» со своей девушкой новой. Ты поехал в Таиланд снимать вообще другое? Прям совсем другое по настроению, Секс-туризм. по теме. Да, про секс-туризм. Правда ли, что когда цунами случилось, тебе позвонила Татьяна Миткова со словами: «Андрей, с вами случилась большая репортерская удача»? Журналистская, да, правда. Как ты эти слова воспринял тогда? Сначала ничего не понимал, потому что мы были вообще в Паттайе. Потом всеми правдами и неправдами, когда мы добрались ночью до Пхукета, вот, и я все это увидел. Это была какая-то кошмарная совершенно ночевка в отеле, который стоял на возвышении. И, соответственно, часть людей там спала. То есть мы когда проехали туда и шли ночью, знаешь, полной, потому что в электричество везде вырубило, шли и справа абсолютно безмятежный этот Индийский океан, который уже успокоился к этому моменту, с идеальной лунной дорожкой, а слева просто вот вся эта первая береговая линия, какую мы можем представить, с магазинчиками, там, с какими-то этими всякими этими, всей этой мишурой туристической, и все это просто... И там пальма вот так вот корнем вверх, какие-то джипы торчат из верхних окон, вот просто так вставленные туда. Воют собаки, ночь. Мы идем просто вот на свет, там мы понимаем, что там кто-то есть. Вот. И пришли, и там был отель, какой-то дорогой достаточно отель, где какие-то перепуганные, заплаканные люди спали на полу, так вот сбившись. И у них там половины кто-то погиб, потому что отель сам на возвышении, но внизу те, кто купался, тем как бы крышка. Вот, это же было такое время, 9 утра, когда все это произошло. И мы спали на земле, так как бы, знаешь, прислушивались. В общем, я, конечно... Ну, и потом все это как бы... Какая-то журналистская удача. Это, в общем, конечно... Нужно быть совсем каким-то бесчувственным человеком, чтобы... Я не про Миткова, она этого не видела. Но чтобы и мне так как бы про себя подумать, что это удача. Вот. Давай объясним тем, кто не понимает. Люди были в воде, цунами моментально поднялся. То есть люди были в воде, на горизонте что-то появилось, пришло... Не совсем так. Там как бы теперь все это знают, что когда вода вдруг уходит, настолько, что ты видишь рыбу, водоросли, которые там всегда покрыты, то есть как бы она вдруг отступает. И как бы никто же этого не знал. Всем показалось, что это такой прикол, какой-то странный природный эффект. И дети там бросились там что-то собирать, какие-то ракушки. В общем, как бы вдруг как бы это вот как раз первый предвестник. Дальше она как бы вот обрушивается уже. Через сколько? Какие-то доли секунд, там, не знаю. Не минут? Не минут. Нет, то есть ты не успеваешь уже убежать, если ты уже как бы попал вот сюда. Вот. И дальше она просто идет таким как бы потоком мощным, снося все. Она была, на самом деле, не такая уж и высокая была. Но не с дом там многоэтажный. Но просто она очень мощная. Она такая, что там она заносила корабли там на верхушке пальм. Такие эти рыбацкие. И она как бы на несколько километров ушла вглубь. Но те, кто были вот вблизи, там как бы шансов спастись не было. Юрий будет дуть будет Юрий. Я правильно понимаю, что бюджет твоих фильмов «Профессия репортер» был $10 000? Я ничего не знаю про бюджет своих фильмов.
во времена профессии репортера, потому что я просто говорил, что я хочу туда, туда, В туда. Перу на айуаску. А мне, да. Ну, то есть всегда были деньги могли на то, позволить себе очень много. Ну да, то есть мы летели в Перу, снимали очень странный фильм про трипующих. Как бы... Богачей? Да, ну, это не богачи, какие-то айтишники, начитавшиеся Кастанеды, вот, которые вот так вот решили жахнуться аюваской. Вот. Но это какое-то очень странное кино, но оно прошло с каким-то очень низким рейтингом, но в интернете у него есть там свои поклонники. То есть ты вот просто... И ты понимал, есть интересная тема, и даже если она в Австралии, лечу, у канала будут бабки. Ну, про Австралию я не думаю, но 30-минутный фильм в профессии репортер, надо понимать, что мы ходили в прайм-тайм все-таки. Да. Суббота, вечер. Но там, я помню, что фильм «Части тела». Про каннибалов. Нет, не каннибалов. Ну, про людей, про бодимодификаторов, про людей, которые там подвешиваются, разрезают себе язык, делают дырку в голове. Вот. Реальная дырка в голове. Реальная дырка в голове. Вот мы снимали, одна английская аристократка, леди Аманда, мы ездили к ней в поместье там возле Оксфорда. Потом мы летели... И у нее дырка в башке? Да, потом мы летели снимать в Америку чувака, который, значит, тоже делает эти дырки в голове и вообще является таким главным... У него был сайт Trip.com, по-моему. Прости, а леди Аманда, Да. она зачем это сделала? Это был, надо понимать, что это был там, типа, конец 60-х, начало 70-х, такое время психоделических всяких экспериментов и революции. Вот она как бы съела ЛСД и как бы сама себе просверлила башню. Вот. И сняла это на видео, кстати. Трейлер? Да. И сняла это на видео. Вот. И изумительно интеллигентнейшая, настоящая такая англичанка породистая. А ты смотрел в эту дырку? Когда мы заросла? к ней приехали мы гуляли по ее саду фантастическому, она говорит, мне кажется, что в нем есть что-то чеховское. Я такая, Чековин. Ну, она классная. Прости, а ты смотрел в дырку, или она заросла кожей? Или там заделана? Не посмотрел, нет. Но она там, вот так вот заделана. Я посмотрел у друга, бинтиком? как-то ее не решился. Мне показывали дырки другие герои. Вот. А до мозга прям? Ну, делается трепанация. То есть, как бы просверливается дырка, дальше она зарастает кожицей, но дырка остается. Идея, что... И он продолжает жить? За этим, естественно, они прекрасно продолжают жить. Это как бы лечит от депрессии. Ну, они в это верят, да, то есть и повышает кровяное давление, соответственно, ты как бы более бодр, и у тебя мозг работает лучше. Это как бы вполне какие-то там такие вот, с их точки зрения, как бы есть некие такие вполне научные данные. Но, естественно, этого никто не делает. Они для этого летают в Мексику, где, значит, доктора мексиканские с радостью гринго сверлят за доллары, значит, черепушки. Вот. Но это одна из историй. Там было их несколько. Потом я полетел к Саппо фон Сайберг в Темпере. Вот в эти края он, значит, вгоняет тефлоновые какие-то импланты там в черепушки тоже, под кожу. Это рога, получается. Да, ну всякие штуки такие делал. Он такой бодимодификатор. Ну, в общем, короче, я же это начал рассказывать, потому что ты говорил, как бы вот это вот 30 минут и сколько передвижений. Да. То есть мы себе реально ни в чем не отказывали тогда. Это было какое-то золотое время НТВ. Я так понимаю, что это, безусловно, было напрямую связано с ценами на газ и нефть. Вот. И «Газпром» был, по-моему, чуть ли не самой дорогой компанией в мире. Интересно посмотреть, на каком месте он сейчас. Всем казалось, что этот праздник будет вечным. Ну, и мы, конечно, на этом как бы это страшно эксплуатировали в своих интересах. И получались классные фильмы. Я, кстати, считаю, что «Часть тела» один из лучших моих профрепов. Мы с тобой это вспоминали. Девушка в путешествии по другу Москву. Собственно, у Радищева вот в этом месте как бы бабы румянились и, значит, обслуживали путников. Там бани какие-то были. Он об этом говорит с осуждением, надо сказать. Тут как бы его либерального запала не хватило, чтобы как-то их пожалеть. Вот. Ну и, собственно, поразительным образом именно в этом месте, на тот момент, на трассе М10 стояли девочки. Это было рядом с Вышним Волочком. Ты их по рации искал? Я по рации спрашивал, у Да, дальнобоев, где они стоят, да. Ну, естественно, потому что кто не знает, как дальнобои, где они стоят. С ней, кстати, такой был
поскольку ты спрашивал, ну, говорил, что мы по профессии будем говорить, такой, знаешь, важный для меня был этический выбор. Мы ее сняли, заплатили ей деньги, она попросила, то есть как бы за ее время. Вот. И она ничего мне не сказала. Она рассказала эту историю про то, что она это делает, потому что у нее дочь и мать, которая... Сын. У нее сын. Сын и мать. Есть какая-то цель? Зачем вы это делаете? Ребенка надо поднимать. При этом она еще работает на официальной работе, получая там где-то в магазине 6,5 тысяч рублей. Вот. И она как бы пытается поднять в семью. И она мне ничего не сказала про то, что лицо закроете. Вообще ничего не сказала. И как бы у меня был этот выбор. И, конечно же, мне дико хотелось показать ее лицо и ее глаза, потому что они... У них вся русская боль была? Ну вот, если ты помнишь, что в конце я ее спрашиваю, о чем вы мечтаете? И она через паузу говорит, забыть это все поскорее. И вот в этот момент, конечно, мне... Ну, то есть это было настолько сильно. Нет, это все вошло в монтаж, но я заблюрил лицо просто. Но я побоялся ей как бы разрушить этим жизнь. Сколько раз тебя звали в телек после ухода? Ну, какое-то время ко мне проявлял интерес Эрнст. Мы с ним что-то обсуждали, но, мне кажется, вот последние лет 7 я оттуда вообще как бы не слышу никакого движения. Ну и, честно говоря, было бы странно, если бы после всего, что я как бы про это наговорил там, и написал там в своих постах в Фейсбуке, как бы, чтобы они проявляли ко мне какой-то интерес, но они же не мазохисты. Что ты думаешь об Эрнсте? Он крутой или нет? Ну, слушай, странно. Я никогда не работал с Эрнстом, у меня было с ним пару встреч, не так много. Ты с Путиным тоже не работал никогда, а говоришь про него много. Хорошо, но Путин реально, мне кажется, влияет. Ну, хотя и Эрнст, наверное, тоже влияет на нашу жизнь. Не, ну, это человек, с которым ты можешь разговаривать на одном... Очень влияет. Очень влияет, да. Человек, с которым ты можешь разговаривать на одном языке, и этим он, конечно, принципиально отличается там, от того же Путина, с которым, мне кажется, нет вообще ни одной общей темы. Человек, который как раз вот стремится к максимальной экспансии. Вот. И это, мне кажется, как раз тот случай, когда ты сыграл немного дурную шутку с ним. То есть? К этой ли экспансии он стремился? Ну, как бы, не знаю. Ну, то есть то, во что превратилось телевидение. Но ты не считаешь его злодеем? Я просто вот что важно, наверное, сказать про Эрнста. Я, возможно, как бы стал тележурналистом благодаря «Матадору». Программе, которую Константин Эрнст которую вел. делал Эрнст, да. Это вот для меня было, я не знаю, как бы глоток свежего воздуха, какие-то новые миры, и все вот то, что он там рассказывал, и как он это делал, это было абсолютно, то есть для 90 там какого-то 2-го или 1-го года, или 3-го, абсолютно революционно. Может быть, 4-й, на самом деле. Ну, я был студентом. Вот, и он действительно, ну, был тогда очень крут. Вот. И он и сейчас, наверное, крут. Но просто как бы то, что я вижу, это не круто. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Когда ты видел, как люди агитировали за поправки, ну, известные, как ты к этому относился? Ты всегда осуждаешь или нет? Да. Ну, за исключением, наверное, случая вот такого известного из недалекого прошлого, когда Чулпан Хаматову там реально просто... Доверенное лицо Путина да, в 2012 году. Когда ее заставили это делать, насколько я это знаю историю. Вот. Реально угрожает тем, что просто сейчас вот лишат как бы финансирования, перекроют кислород, и все, а за ней фонд «Нужна помощь» и дети, больные раком. Ну, это отвратительно, это абсолютно как бы поведение как бы мафиозное, да, типа мы тебе дали денег, значит, ты нам обязан. Ну, так государство не должно себя вести, особенно в отношении благотворительности. Они вообще просто должны как бы давать деньги детям, болеющим раком, а не помогать фондам, да, которые собирают деньги у людей на это. Вот. Ну и да, и вот тогда я как бы было какое-то большое осуждение среди демократической общественности с Чулпан, был какой-то такой в ее адрес хейт, и она, я знаю, пережила как-то это очень тяжело. Вот. Я считаю, что это несправедливо, но я не знаю, когда какие-то совершенно благополучные, процветающие актеры, деятели театральные, там, эстрадные, спортивные и так далее топят за
вот это все, я не нахожу никаких слов оправдания, осуждаю это, безусловно. Ну, то есть я не понимаю... Ты не допускаешь, что Я- они могут так чувствовать? Что они действительно могут в это верить? Ну, про некоторых из них я как бы даже знаю, что ну, вроде как они так не чувствуют. Ну, то есть... Откуда ты знаешь? насколько я знаю. Ну, есть личные знакомства, пересечения. Кого-то из них я сам знаю. И они это Я делают? просто не хочу потому- называть фамилии, да. Но и зачем-то они это делают. Вот, я уверен, что никто с пушкой у виска не стоит. Да и даже каких-то там суперблаг, я думаю, им не предлагают. Не знаю, почему люди это делают. Правда, вот поскольку мне кажется, мне эта логика непонятна, и зачем люди так делают, я не могу на это ответить. Но мне, кстати, всегда было интересно понять эту логику. Вот, это то, что называется, да, обыденность зла. То есть как это все вот это вот как бы прорастает. Мне кажется, что вот именно из-за таких вот как бы компромиссов оно так вот как бы и вечно может и существовать, пока люди идут на это. То есть ты считаешь, если бюджетника заставляют, то он должен рискнуть работой? Бюджетник, наверное, нет. Нет, я не могу ничего как бы вменять человеку, у которого реально это вопрос жизни и смерти, ну, как бы реально вопрос выживания. Но мы говорим с тобой о других людях. Там еще есть другое, еще более трагичное продолжение. Там в конце появляется Мохнаткин. Конечно. У Мохнаткина была теория черной дыры. Он говорил, что Россия, он еще в середине 90-х сформулировал, что это черная дыра. Она все забирает и ничего Да. не отдает. Жуткая фраза. Как ты к ней относишься? Не лишенная, к сожалению, ну, как бы, скажем так, Мохнаткин через 2 недели, ровно перед выходом этого фильма, так что я успел это вмонтировать, его сажают на 4 года строгача. Вот, пожилого человека, который просто плюнул в полковника МВД. Выйдя, в общем, выражать в соответствии с Конституцией свое какое-то мнение, да, на площадь. Его посадили, и поскольку он крайне неуживчивый человек, он, правда, очень неуживчивый, он переругался со всеми правозащитниками, со своими женщинами многочисленными. В общем, такой был, знаешь, такой колючий человек, такой как-то ершистый. Вот. И, конечно же, он тут же зацепился с администрацией на зоне, и он просто не вылезал из ШИЗО, и его постоянно там как-то над ним издевались, а он упертый. И, в общем, в конце концов на него завели там дополнительное дело, опять он кого-то там оскорбил. Вот, второе уголовное дело. И его должны были по этому делу этапировать на суд, и какие-то они не принесли бумажки, а он отказывался ехать из СИЗО уже. И, в общем, его там страшно избили. Сломали Вертухай, да, сломали позвоночник. На самом деле, как бы, это действительно была очень серьезная травма, которую они отказывались признавать, очень долго не лечили. Потом, ну, и завели еще одно уголовное дело. Там у него было 2 уголовных дела параллельно. В общем, мы еще накинули срок, он отсидел с этой больной спиной, вышел и уже практически не вставал. И умер вот месяц назад, даже меньше. В муках. В общем, человек реально как бы в эту черную дыру заглянул, и она его сожрала, понимаешь? Но, не знаю, я с этим взглядом в себе стараюсь бороться, потому что это очень непродуктивный взгляд, не оставляющий как бы никаких надежд и, в общем, лишающий тебя мотивации что-либо делать. Если ты так считаешь, то, в общем, или ты просто как Мохнаткин, как герой идешь просто вот в эту черную дыру на заклание такое, как бы, жертвоприношение. Ну, или ты что-то пытаешься изменить, потому что ты веришь, что в этом есть смысл. Или валишь отсюда. И я считаю, что что-то можно изменить, поэтому я, в общем, в целом оптимистично смотрю на Россию. Как ни странно это прозвучит. Юрий будет дуть будет Юрий. Финально перед Блицем. Ты счастлив сейчас? Ты знаешь, ну это такая категория. Я вообще не уверен, точно ли я знаю, что это чувство. Вот. Оно же какое-то очень короткое. У меня никогда не было такого, что вот я счастлив, и это длится какое-то... Это какие-то приступы счастья. И, к счастью, я их испытываю время от времени. Даже сейчас? А почему даже? Пару лет назад у тебя вышло интервью с Катей Гордеевой. Я помню свои ощущения. Я, во-первых, помню, что я читал его в такси, на заднем сидении, на телефоне, а не на ноутбуке. И я помню, что мне после него стало так грустно,
потому что там от тебя веяло такой раздражительностью, разочарованием в окружающем мире и безнадегой, что я тоже помню, как я открыл окошко подышать. Я прям очень загрустил в этот момент. Ну, что-то, видимо, да, не в лучший момент Катя взяла интервью. Правильно ли я понимаю, что сейчас все лучше? Слушай, ну, во-первых... Я просто боялся приехать сюда. Да. Я боялся приехать сюда и застать тебя в таком же состоянии. Я объясню, почему я боялся, да. Я понимаю, что это смотреть никто не будет. Нет, не поэтому. Но сейчас другое состояние. Просто все вот те 2 дня, что мы провели, все по-другому. Да, ну, во-первых, у меня появился сын. Это офигенный антидепрессант. Вот. Тогда он, по-моему, тоже был. Только-только, да. Да. Ты сейчас скажешь опять, что я какой-то инфантильный там, бумер, вот, и не знаю, на самом деле, ничего про современную молодежь, но мне кажется, что вот это вот поколение, которое называют там поколение Z, там, зумерами, да, мне кажется, что оно вот, правда, получилось совсем неплохим, по крайней мере, гораздо лучше, чем другие. Я это обнаружил, вот, собственно, там, наверное, на съемках «Возраста несогласия», вот в тот момент, это там 17-й год, да, для меня было реальное открытие. И это как бы, ну, скажем так, сбавило градус какой-то как пессимизма. Ну, это реально вселяет надежду. Неважно, как бы, сколько это продлится и что с ним станет дальше, но сейчас я вижу, что это другие люди, и они хотят другой жизни. В них есть, вот, знаешь, вот ничего более безнадежного, на самом деле, чем молодежь нулевых, вот та, которую стадами сгоняли там, перекрывать Ленинский проспект и свозили в Селигер, там, и они вот топили за власть, ну, просто не задумываясь, на самом деле. Ну, просто не задумываясь. Ну, просто потому, что им там обещали, что там классно потусуетесь или там зачет получите, просто потусите в Москве. Ну, Света Иванова вот как символ всего этого. И все-таки сейчас... Света из Иванова. Света Курицына из Иванова, да, пардон. Вот. И все-таки сейчас это совсем другие люди. Ну, понятно, что не все они такие. Но они появились, и они реально другие. И как бы с ними интересно разговаривать. Это люди, задумывающиеся как раз вот не только о том, как зачетку получить или классно потусить. А они задумываются о будущем. Они, правда, реально, ну, мне кажется, как гораздо более осмысленные. Собственно, «Возраст несогласия», он весь был построен на том, что вот как бы маленькие как бы ребята говорят совершенно здравые, разумные вещи, а взрослые как бы их за это пытаются наказать и несут полную хуйню как бы. Вот. То есть какой-то перевернутый мир. Это вот интересный такой как бы парадокс, который, мне кажется, свойственен сейчас именно России, потому что, ну, как бы, когда учителя тебе несут ахинею, полную, позорную какую-то, вранье какое-то страшное, заливают тебе в уши, а ты им... Просто там было много вот этих аудиозаписей, их как бы разговоров с людьми, которые пытались там, их как-то напугать, там, ну, потому что к ним приходили товарищи из центра и говорили, что надо вот провести работу, у вас тут вот на митинге люди замечены. И они это все тут же выкладывали в интернет, и все это, конечно, выглядело так жалко и неубедительно. Ну, и мне кажется, что в конце концов сила-то в правде, и как бы правда на их стороне. Они-то не врут. А вот эти вот взрослые товарищи, они, к сожалению, врут. Я никогда так не делал. Я редко делюсь впечатлениями о гостях там, во время записи, но я не могу это не сказать. Так вышло, что когда я учился на журфаке, ты был прям моим кумиром. Более того, есть один факт, я думаю, его можно огласить. Вот, у тебя был в какое-то время недолгий роман с моей одногруппницей. И когда я знал, что она мутит с Ложаком, у меня было ощущение, что она мутит с Суперменом. И так вышло, что с тех пор, как я учился в универе, жизнь уже прошла долгая, вот, и куча людей, на которых я смотрел в профессии, они с тех пор скатились в полное говно и творят совершенно чудовищные вещи. И то, что ты остаешься человеком, который не продал жопу, ты не представляешь, насколько для меня это радостно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, Юр. Ну... Но еще будет блиц. Еще будет блиц. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В какую страну поехать первой, если никогда не был за границей? Англия.
очень дорого. И получить визу и съездить. Оттуда все вообще вышло. Так уж получилось. Павел Дуров или Марк Цукерберг? Сложно. Никому я не испытываю из них, на самом деле, большой симпатии, но, наверное, меньше антипатии испытываю к Цукербергу, как ни странно. Почему у тебя антипатия к Дурову? Ну, ты знаешь, мне просто не очень нравится тот образ, который он создает, вот этого такого владеет умами людей. Ну, то есть он как бы вроде как такой благородный борец за то, чтобы отключить их от матрицы. Но на самом деле, мне кажется, он как бы сам тоже их подключает. Мне не нравится вот эта закрытость и как бы ощущение. То есть когда я делал про ВКонтакте, про Дурова, я столкнулся с тем, что реально это некая секта, эти люди не разговаривают с обществом. Только вот в виде неких стейтментов, которые Дуров иногда выдает там в Инстаграме или в Телеграме, не знаю где. Их все меньше и меньше. Несмотря на то, что их очень мало, и они очень крутые. Мне не нравится то, как они как бы себя позиционируют, что ли, как они общаются с миром. В некой ультимативной форме. Как будто они знают лучше всех, как надо. На кого сейчас нужно учиться выпускникам 11 класса? На айтишников, на компьютерных инженеров. На Медне или профессии репортер? Ты знаешь, все-таки на Медне, потому что это та программа, где, в общем, я как бы состоялся как журналист, и где, собственно, я благодаря Лене очень многому научился, потому что профессия репортера тоже было как бы свободное плавание, а там мы очень много от него получили все. Парфенов или Картозия? Ну, все-таки, конечно, Парфенов. НТВ до Газпрома или современный YouTube? YouTube. Москва или Россия? Россия. Сколько тебе будет в 2036 году? 63. А сколько тебе было в 1999? 26. 25, 26. И финальное. В чем сила? Ну, на самом деле мы это уже как бы проговорили. Сила в правде. И то есть сила, наверное, много в чем, но, безусловно, в правде сила. И я верю в то, что она как бы все-таки восторжествует. А правда существует? Да. Мне очень смешно, как бы все эти вот, знаешь, как бы, когда мы говорили с Кристиной Потупчик, она там постоянно как бы пробрасывала что-то про постправду. Мне это как бы это как новая искренность. Ну, как бы мне не очень понятно. Но есть искренность, есть правда. Вот, как бы, как это может быть постправда, там, доправда? Это очень удобная как раз вот такая, знаешь, стратегия всяких кремлевских медиа, там вот этих бесконечных фабрик, да, то есть как бы вот навести максимально тень на плетень, да, там вот как бы замутить воду так, что там вообще ничего не было видно. Типа нет правды, все врут. Или вот есть какая-то постправда. Да ни хера подобного, как бы есть правда. То есть вот я тебе вру или нет. Юрий будет дуть, будет Юрий. Конкурс. Что ты готов подарить нашим зрителям? Ну, надо сказать, немного. Из каких-то там запылившихся призов у меня просто есть немного бракованный приз. То есть на какой-то там домашней пьянке его уронили. Это был приз GQ «Человек года». За 2005 год, кажется. И в него отвалилась одна буква. Теперь это Q года. Вот. Слушай, это отличный артефакт. Ну, только с автографом, хорошо? Конкурс. Можешь коротко сказать, почему ты так и не решился пойти в YouTube? Не придумал. Ну, да, мне кажется, просто после того, как там уже вы все, и вы все очень классные, крутые, как бы надо что-то придумать несколько как бы отличное, something completely different. Вот. Но пока я это не придумал, и поэтому меня еще здесь нет. Если не против, мы провернем ту же штуку, которую проворачивали с одним из твоих учителей, Леонидом Парфеновым. Мы осенью 2017 года, у него не было еще тогда YouTube-канала, предложили ему его завести. И конкурс был: придумайте классное название для канала Леонида Парфенова. Придумайте, там в итоге выиграл один вариант, но он все равно сделал название «Парфенон», предлагало много народу, вот, он это сделал, вряд ли читая комментарии, но все равно.
Придумайте название, как мог бы называться YouTube-канал Андрея Лошака. Варианты надо оставлять к прикрепленным комментариям, чтобы не мешать людям обмениваться впечатлением о выпуске, именно к прикрепленным. И не надо предлагать вариант «Кыштымский карлик», а то, мне кажется, много народу это будет, Московский карлик. будут делать. Кто предложит самый прикольный вариант, тому и достанется это покоцанное напоминание о Былой той славе. тележурналистике. Нет, о том телевидении. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо, Юр. Ее